В России, конкретно и в Санкт-Петербурге и в других городах, сохранились постройки, которые сделаны из так называемого искусственного камня. Несмотря на то, что у нас официальные историки, археологи говорят о том, что якобы железобетон появился именно в промышленных масштабах в начале 20 века, на самом деле вот в некоторых экспедициях, которые проводила наша группа, мы встречали с очень интересными конструкциями, как минимум 17-18 веков, где уже применяли железобетонные технологии. Вообще история очень интересная, появление железобетона, вот именно как промышленного строительного материала, началась она в Англии в конце 19 века с одного садовода. Английский садовод очень любил разводить растения в крупных горшках, и у него была большая проблема, у него глиняные большие горшки периодически трескались. И он в один прекрасный момент придумал, а не укрепить ли вот эти вот большие глиняные горшки какой-нибудь проволокой. И вот в принципе отсюда пошла история железобетона. А непосредственно для монолитных конструкций, как утверждают архитекторы и строители, он начал применяться где-то в 20-х годах. То есть уже начали строить заводы по производству железобетонных конструкций. Но самое интересное, вот буквально в прошлом году, когда мы исследовали тайные загадки Санкт-Петербурга, ходили мы по развалинам так называемого английского замка, который находится в Петергофе. Построен он в конце 17 века. Великолепное было красивое монолитное здание, якобы из гранитных камней. Разрушено во время Второй мировой войны, как раз вот где стоял английский замок, там проходила линия обороны и подвергся он в 1943 году минометному обстрелу. Его там разобрало практически на запчасти. И что интересно, вот некоторые расколотые блоки, несущие арки, которые укрепляли свод, из них вот видно торчит, причем кованая арматура. То есть получается уже в конце 17 века наши деды, прадеды и прапрадеды обладали технологией именно создания искусственного камня с применением железобетонных конструкций. Там еще одна очень интересная ситуация. Мы вот когда увидели, что да, действительно это железобетон, то есть как минимум уже это не совсем гранит, а какое-то литье, которое очень похоже на гранит. Начали мы более подробно исследовать вот эти вот монолитные блоки. Причем блоки там очень интересные. Вроде бы видно, с одной стороны, что там какая-то рубка, следы обработки инструмента. Но, во-первых, очень многие блоки имеют достаточно сложную конструкцию, там Г-образные, П-образные, то есть их нужно было вырубать. А на некоторых блоках, куда попали, видимо, осколки снарядов, ну, немножко их раскололо, разворотило, заметили очень странную такую особенность. Кусочки ракушечника торчат на сломах. Начали немножко пробовать скалывать и пришли к выводу, скалывается, причем вот эти блоки не скалываются вот как обычный бетон, вот так вот слоями. То есть, естественно, ни о каком граните, ни о каком-то другом природном материале речи там быть не может. Мы когда брали, показывали вот эти кусочки образцы строителям, а их когда раскалываешь, они на фракции распадаются. Там песок, ракушечник, еще какой-то скрепляющий материал. То есть это какая-то старинная композитная смесь. Начали потом уже интересоваться, ну хорошо, ну, наверняка какие-то документы, какие-то рецепты остались. И да, действительно, нашли в этом году, причем нашли не в наших архивах, а в архивах библиотеки Конгресса США. Там еще очень много интересных документов сохранилось. Нашли брошюрку из середины 18 века, не помню сейчас точно название, я тебе потом покажу ее. И там черным по белому на 30 страничках описана технология, как делать искусственный гранит, какие нужно смеси брать, в каком количестве, как делать искусственный мрамор и даже как делать искусственный малахит. То есть наши деды уже на рубеже 18 века не просто это умели делать, а уже были даже брошюрки для мастеровых людей. Причем, знаете, меня поразила там одна такая фраза, ну, автор этой брошюры пишет, что на сегодняшний день мы знаем столько способов производства гранита, что для нас не составляет никакого труда делать большие монолитные конструкции. Технология действительно была достаточно простая, то есть вот как в современной строительной смеси, там бралась одна часть камня гранита, ну или там мрамора, 4 части, насколько я помню, там мел или еще какой-то материал, и вот 3 части, над которыми сейчас вот исследователи нас голову мают, какая-то там особая связующая состав была. Там не совсем понятно название, то есть это, видимо, относится уже к мастеровым секретам. Но, тем не менее, вот такое было. Ну, во-первых, надо понимать, что это был, в принципе, никакой не секрет. Технология производства искусственных камней, искусственных там бетонов, каких-то строительных смесей, она известна уже как минимум последние 2000 лет. То есть, если мы обратимся там глубоко-глубоко в седую историю, то с удивлением обнаружим, что римляне и греки великолепно знали секреты строительных смесей наподобие современных бетонов. И уже 2000 лет назад великолепные технологии применяли при крупном строительстве. Действительно, очень интересный опрос, почему была утеряна технология. Казалось бы, в принципе, что мешало
ее развивать и каким-то образом укреплять. И мы сейчас говорим, что вот только вот недавно придуманы композитные смеси. Я думаю, здесь дело все-таки не в последнюю очередь связано с тем, что произошло в России на рубеже 16-17 годов. Многие секреты, вероятно, были не просто потеряны, они были забыты и, вероятно, унесены за границу. Потому что мы вот когда начинали уже тоже вот с этими вопросами работать, с удивлением начали обнаруживать, что вот на рубеже 20-х годов за рубежом, именно оттуда, кстати, пошли очень многие монолитные строительные технологии. То есть, скорее всего, секреты были из России просто увезены. Почему это произошло? Почему это сейчас не признается? Для меня тоже непонятно. Ну хорошо, но умели наши деды там, в 18, 19, там, в 16, может быть, даже веке создавать такие конструкции. Ну хорошо, мы можем признать, что, там, предположим, колонны Исаакиевского собора, Казанского собора, они высечены не из цельного куска гранита, а сделаны по старой технологии, а потом облицованы сверху штукатуркой под гранит. Кстати, мы тоже нашли эти примеры. Вот, например, любой посетитель Казанского собора, если он зайдет внутрь и посмотрит, на некоторых колоннах внизу отколоты части именно штукатурки под гранит. И там великолепно видно, что вот эта вся великолепная квадратная колонна или круглая колонна, они там разных типов, она внутри сделана из какого-то темного материала. Причем видно, что это вот какая-то бетонная отливка. А сверху сделана штукатурка под гранит. И, кстати, в тех же самых брошюрах описывается секрет вот такой вот штукатурки под естественный камень. Там описано, опять же говорю, как под мрамор штукатурку делать и под другие абсолютно камни, даже под малахит. Причем слой штукатурки там очень небольшой. Мы вот один кусочек привезли, он действительно очень легкий, там смесь мела идет и очень какой-то хитрый состав, который вот образует рисунок, подобный искусственному камню. Ну, здесь нужно, во-первых, понимать, что никто на современном этапе не делал никакие расчеты по прочностным характеристикам. Но опять же, если мы возьмем банальные строительные знания вообще о технологиях строительства вот таких монументальных сооружений, надо понимать, что гранит, он, несмотря на свою такую монументальность и прочность, материал достаточно хрупкий. То есть при усадке, при определенных температурных воздействиях по нему и начинают идти трещины. И в принципе, с точки зрения строительства, он намного будет менее прочным, чем если ту же самую колонну изначально сделать из кованой арматуры какой-то каркас, залить туда скрепляющий состав, а потом сделать оштукатуривание вот под натуральный камень. Естественно, такая колонна будет намного прочнее, она будет меньше усадку давать. Может, кстати, это и объясняет, почему до сих пор колонны еще полностью не раскололись. Я вот буквально этим летом изучал научные работы именно по усадке Исаакиевского собора, который делал еще в 30-40-е годы, потому что именно в 30-е годы провели первые изыскания, увидели, что одна из сторон Исааки, она начала гулять, немножко проседать, там перепад где-то около полуметра, то есть там повело немножко это здание. По идее, по всем строительным технологиям колонны должны уже начать трескаться. Ну, гранит, он сам по себе хрупковатый материал, то есть, не дай бог, если появляется какая-то такая лучевая трещина, она в итоге пойдет по всей гранитной колонне, она может просто треснуть в самом неожиданном месте. Но это не происходит. И что самое интересное, великолепно, кстати, видно, что вот те же самые колонны Исаакиевского собора составные. Под определенным углом освещения вот эта вот ячеистая сегментарная структура, она просто проявляется и видна. В городе Пушкин находится крайне интересный исторический артефакт, так называемая царь-ванна. В начале 19 века по заказу императора эта ванна была высечена из цельного куска гранита по заказу императора. Диаметр ее составляет порядка 5,5 метров. Это действительно грандиозное, абсолютно невероятное сооружение, изначально предназначенное для купания царя. Потому что, по некоторым данным, император очень любил холодные купания, и вот повелел изготовить такой вот грандиозный бассейн из гранита. Все было бы ничего, если бы не несколько странностей, связанных с этой ванной. Во-первых, современные измерения показывают, что толщина стенок, а толщина стенок там порядка 40 сантиметров, это предел прочностных возможностей вот данного артефакта, который позволяет, грубо говоря, удерживать свой вес, чтобы самому не расколоться. Потом, когда вот мы уже исследовали, был я рядом с этой ванной, что называется, руками ее потрогал, очень непонятно, в принципе, как ее изготавливали, потому что там есть несколько таких интересных, скажем, криволинейных скосов, которые идут по всему диаметру вот этой вот ванны, которые, ну, крайне сложно сделать без применения каких-то особых точильных инструментов. То есть вот когда на нее смотришь, вообще создается впечатление, что ее ставили на какой-то грандиозный большой станок, поворачивали и за счет этого обрабатывали.
А когда мы уже нашли вот эти вот данные, связанные с тем, что наши прадеды умели, в принципе, делать искусственный камень, возникло другое предположение, которое мы сейчас тоже проверяем. В принципе, такую ванну при умении создавать искусственный камень можно было сделать по так называемой технологии литья колоколов, что было достаточно просто на тот момент. То есть, естественно, готовилась определенная форма, все это заливалось, давалось выстояться определенное количество времени, а потом уже готовая форма, естественно, доводилась и обрабатывалась простыми шлифовальными инструментами. Потому что до сих пор нет ни четких объяснений, ни вразумительных, скажем так, каких-то фактов. Во-первых, откуда был привезен этот колоссальный кусок гранита, нужно понимать, что кусок этот был здоровенный, несколько сот тонн. Его нужно было каким-то образом доставить, при условии того, что на тот момент не было ни достаточно мощных тяговых инструментов, тяговых каких-то там механизмов, не банально дорог. Но представляете, как 700 тонны вот эту глыбу, на что ее нужно было погрузить и как тащить. Потом ее нужно было каким-то образом обрабатывать, поворачивать и установить на место. Интересный, кстати, факт. Во время войны, когда Пушкин был под оккупацией немцев, им эту ванну вытащить не удалось, ее увезти. Потому что у них было желание как бы тоже увезти в Германию. Они любили всякие такие непонятные артефакты собирать. Не получилось у них эту ванну вытащить. Отсюда вопрос возникает, как ее вообще туда притащили и поставили. И на самом деле Суханов ли ее в свое время делал? По некоторым данным, во время войны, когда эта территория была оккупирована фашистами, они пытались вот эту вот грандиозную ванну вывести отсюда, но у них ничего не получилось. Ну, во-первых, для того, чтобы это сделать, нужно было разобрать, очевидно, само здание. Ну, в принципе, это не составляло, конечно, труда. Но, скорее всего, проблема возникла в том, что даже на тот момент, 60-70 лет назад, не было технических средств для того, чтобы эту ванну отсюда просто каким-то образом поднять и вывести. Отсюда возникает логичный вопрос. Как ее сюда доставили 250-300 лет назад? Неужели просто принесли на руках? Вот это самый тоже главный вопрос. И непонятно, это сколько же нужно было воды, чтобы ее наполнить до однократного купания. А потом эту воду нужно было каким-то образом отсюда вычерпать. Мы вот обошли ванну с разных сторон, нигде нет никаких сливных отверстий. То есть получается, что воду отсюда также просто вычерпывали ведрами. Абсолютно бестолковый и непонятный труд. Поэтому возникает вопрос, а для купания ли была эта создана ванна? И вообще, создавалась ли она при Александре I? Есть предположение о том, что данная ванна, кстати, обратите внимание, она находится ниже уровня земли, немножко ниже уровня земли. Возможно, она осталась здесь с каких-то более древних времен, ее просто нашли, очистили и приспособили ее уже для целей купания. Но изначально она могла нести совершенно иные конструктивные задачи. Так, вот сейчас мы пытаемся спуститься в подвальное помещение, где по некоторым данным были сделаны печи для того, чтобы вот эту вот грандиозную ванну обогревать снизу. Ну, понятно, что вода была достаточно прохладной и хотелось, видимо, ее подогреть хотя бы до какого-то более-менее теплого состояния. Попробуем сейчас посмотреть, сохранились ли эти печи и есть ли вообще снизу, в принципе, топочное отверстие, чтобы ее подогревать. Может быть, это тоже такая же легенда, и печей здесь просто нет. Мы можем пройтись, это большой круг идет. Давай мы просто сначала одненько пройдемся, быстро снимем, а потом попробуем поговорить. Надо сначала понять, о чем вообще говорить. Это большой тоннель, имеет опоры. Хорошо. Ну вот на стенах, похоже, видны следы то ли копоти, то ли это плесень. Тут, конечно, пока говорить сложно, без она. Но вот тут, похоже, копоть. А, кстати, вот оно отверстие какое-то, которое находится непосредственно, да, вот днище ванны. Но мне кажется, явно этого отверстия не хватает, чтобы нагреть такой грандиозный объем воды. То есть это просто похоже то ли слив, то ли воздуховод какой-то. Ну, я скажу так, что, видишь, выполнена лестница металлическая. Угу. И, по всей видимости, тут был какой-то дощатый пол. Значит, вот это все могло нагреваться до высокой температуры, при которой некомфортно ходить. И поэтому была воздушная прослойка, теплоизоляционная, и чтобы люди заходили по... Валентин, но в любом случае где-то должен был разжигаться огонь. Ну, пошли туда. Ну, посмотри, ну вот явно, даже если здесь развести снизу большой костер, и огонь будет пробиваться туда под ванну, толщина ванны достаточно большая. То есть вот этой маленькой дырочки
по моему разумению, не хватит, чтобы нагреть вот эту ванну. Вопрос, чтобы сделать высокую температуру. и Все. А нас интересует... А, вот здесь отверстие есть. Тут, Да не, вот ладно. тоже такое отверстие. Там типа... Видишь, отверстие в самом дне. Видишь? Дмитрий, посмотри, тут тоже стенки какие-то отверстия. Непонятного назначения. Посмотри. А, да, вот тоже. Раз, два. Причем кирпичи там достаточно массивные. Это явно или для подачи тепла, или для, как в каминах, да, Это поддувное отверстие для воздуха. кислорода. У нас вообще, в принципе, очень многие, скажем так, неудобные исторические вопросы, которые не вписываются. У нас же есть понятие определенной научной парадигмы. То есть история, во-первых, развивается линейно от простого к сложному. Определенно идет развитие технологий, то есть опять же от простого к сложному, грубо говоря, начиная от дубины, заканчивая космическими ракетами. И вдруг, когда появляются вот такие вот артефакты, которые, ну, действительно непонятно, как их изготовили, кто изготавливали. Если технология была, и Самсон Суханов смог из огромного куска гранита такое чудо выдолбить, а почему потом никто этого не сделал? Что с технологией получилось? Куда они делись? И отсюда уже начинают возникать неудобные вопросы. Если наши деды умели делать искусственный камень, соответственно, они могли уже целые города отливать из этого камня. Опять же, если были такие технологии, куда они делись? А если это не наши технологии, то откуда тогда взялась эта ванна? Тут уже начинается уже более неудобный вопрос. А может быть, эта ванна не нашей цивилизации? Может, она осталась в наследство от каких-то более наших древних предков, о которых мы пытаемся забыть? И вот эти вот вопросы, они, я думаю, вызывают такие забавные фальсификаты в истории, потому что, вот опять же, когда мы говорим о том же самом Самсоне Суханове, ему приписывают такое количество созданных памятников в Петербурге, Москве и других городах, что ну, одному человеку при жизни, при наличии простых инструментов мастеровых, сделать их просто нереально. Вообще некоторые исследователи считают, что у нас такие исторические личности, как Суханов, Монферран и прочие, они, скажем так, придуманы для того, чтобы заткнуть неудобные вопросы вот именно в первую очередь архитектурного строительства, которые иными способами объяснить нельзя.